А что вы называете основной повесткой дня? Война. У кого родственники потерялись, у кого они погибли, у кого квартиру уничтожили и так далее. Поэтому здесь таких хватает. И, к сожалению, это все перерастает в то, что люди начинают ненавидеть всех, даже тех, кто к этому не причастен вообще. Вот из-за войны ты привязываешься к новостной повестке, к сожалению. Здрасте. Здравствуйте. Отдыхаете? Ну, можно и так сказать. Вы тоже, я так понимаю? Конечно. Вечернее время. Самое то. Зайти пообщаться с людьми, да. Это же замечательно. Ну, разумеется. Да, интересно посмотреть, поглядеть, что с той стороны происходит. С той О чем стороны, люди думают. подождите, с той стороны от чего? От границы. А, Ну да. ну да. Вот. И какие у вас впечатления? Поделитесь? Конечно. Так. Есть уравновешенные, есть вообще выжившие из ума. То есть настолько все разные. Но что все-таки объединяет, это обсуждение нейтральных тем. Кто с какого города, какие есть достопримечательности. А я так Вот понимаю, вы такое. предпочитаете нейтральные темы. Ну, я с них начинаю обычно, но по Но. правилам потом это переходит, в основную повестку дня. А что вы называете основной повесткой дня? Война. А, Война, угрозы, взрывы. так вас это волнует все-таки? Ну, конечно, война волнует. Я думаю, война всех, кто с ней как-то связан, будет волновать. Мгм. Понимаю. Но, знаете как, всех по-разному она волнует. Тех, кто находится на ЛБС, она волнует одним способом. Те, кто находится, как вы, вот я так вижу, вы где-то в квартире сидите, у вас микрофон или что-то там такое, Ну она, да, скорее всего, да, там вот я вот вижу, там у вас светится микрофончик, скорее всего, она волнует вас по-другому. ну, естественно. Не так, как жители вообще почти прифронтовых зон. Хотя, Это третья хотя, категория. хотя прифронтовая зона тоже интересный момент. С Днепра приехал вчера, и город такой есть. Ну, кто-то Днепропетровск называет. Вот. Так спокойнее, чем в Киеве оказалось. О, а вы сейчас в Киеве. Да. М. А в Киеве чем неспокойно? Если проанализировать недавние новости, то пару дней назад очень сильно прилетало. Торговый центр разрушен целый. Метро Лукьяновка. А в Днепре ничего не было. В Днепре спокойненько. Просто сирена играла, да и все. Мгм. Поэтому все относительно. Ну, поэтому я и говорю, что всех, по-разному это волнует. Да. Мне тут попадались люди, которые совершенно спокойно, в общем-то, тоже из Киева, а, прекрасным образом проводят вечера за крепкими напитками, прогулками с собаками, ну и так далее. Ну, можно пить как от радости, так и от депрессии. Это, конечно, тоже такой Ну момент. нет, знаете, когда ты находишься в депрессии, ты вряд ли выйдешь в рулетку. Почему? Депрессия- это Наоборот. состояние, ну, поверьте мне, Наоборот, депрессия, высказаться, чтобы услышали люди, когда ты находишься поделиться, действительно, совет получить. поверьте мне, когда человек находится в состоянии по-настоящему в депрессии, ему ничего не хочется. Это особое состояние. А то, что людьми принято называть депрессией, это далеко не депрессия.
Просто вы, видимо, не Вы видели переживали абсолютно глубокую депрессивный. депрессию? Нет, я нет, но наблюдала это. А, со стороны. Да, был такой Ну, опыт. у меня хватает здесь людей, кто в глубокой депрессии, скажем так. У кого родственники потерялись, у кого они погибли, у кого квартиру уничтожили и так далее. Поэтому здесь таких хватает. И, к сожалению, это все перерастает в то, что люди начинают ненавидеть всех, даже тех, кто к этому не причастен вообще. Ненависть — это уже не состояние депрессии. Ну, почему же? Потому что, поверьте мне. Если это бессилие какое-то, то понятно, тут уже и не будет никакой ненависти. А в депрессии еще как происходит ненависть? Ну, может, вам виднее, вы, может, врач, психолог. Хотя сомневаюсь. Мгм. Почему такие сомнения? Что, мне кажется, человек культуры. Я? Да. Немножко вы ошиблись. Ну, Я, врач бы такой фон не подобрал бы себе, там, психолог и так далее. А вот человек культуры, я думаю, может быть, я и то, и другое. ну, скорее всего, человек культуры. Ну, пусть будет так. Камин сзади, тем более. Хоть и хромакей, но тем не менее. Мгм. Вот так вот. Да. Так что там? Я новости смотрел, угрозы сыпятся, да? Там На что кого? Медведев там угрожает, там говорит, ой, не Медведев, а, господи, министр иностранных дел ваш, Лавров там угрожает там, Кому? Украине. Процитируйте, пожалуйста. К сожалению, я не читала эту новость. Ой, Но вы просто где ж об этом второй гаджет достать? упомянули, и я просто не знаю. Образно, ну, образно, да. То есть к чему вопрос? Опять там готовятся к чему-то? Ну, слушайте, вы не тому человеку задаете вопрос. Не я вам угрожала. Вам, наверное, лучше все-таки этот вопрос адресовать Непосредственно к непосредственно министру тому, иностранных кто, дел, да, да. понимаете? Мне сложно прокомментировать вообще другого человека, тем более такого ранга. Такого ранга. Ну, согласитесь, это все-таки министр Хорошо. иностранных дел. Хорошо, ваше предположение, вот что, то есть опять нам что-то придется, не знаю, исходить из себя, я не знаю, напиваться, вот. Какая реакция? Вот просто, понимаете, когда уже происходит на протяжении 4 лет такая масштабная фаза, и каждый практически день где-то на территории Украины происходят какие-то взрывы, и тут опять какие-то угрозы. То есть кого именно пугать? Когда люди уже, не знаю, уже, наверное, ко всему готовы. И к орешникам, и к ракетам. Мне непонятно это. Ну, тогда вообще не стоит об этом задумываться, о самой угрозе. Ну, если вы ко всему готовы. Просто Иде- нивелируйте ее и все. Не, удивляет психологический аспект. То есть уже сколько воюем, и вот до сих пор идут какие-то угрозы. Вот мы вам сейчас... Тю. Ну, значит, не обращайте внимания. Воспринимайте это как фон. Ну, тут согласен, от новостей вообще желательно отказаться полностью. Но не получается. Вот, если бы я жил где-то за границей, или если бы я был россиянином где-то в Сибири, может, действительно, да. Но так-то идет сирена, и интересно, а почему? Какая причина? То есть, или хочешь в другой город поехать, начинаешь подписываться на паблики другого города, смотреть, не прилетит там, нет ли каких-то там опасений и так далее. Вот из-за войны ты привязываешься к новостной повестке, к сожалению. Понимаю. Но у вас еще другая, очень, на мой взгляд, опасная повесточка. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Это, как это сказать, работа ТЦК. Это довольно М, остро, вот я замечаю, даже здесь в рулетке это обсуждается. Не так остро, как обсуждается здесь. Ну, Я знаете, ожидал, я думал, я здесь я предполагал, встречала. что я предполагал, что заеду в Днепр и увижу хоть где-то вдалеке. Ноль, вообще никого не было. А я специально на автобусе даже ехал. То есть даже не поезд. Мгм. Ноль.
Почему-то всех ТЦК я видел только в Киеве. То есть в Одессе был, не видел, в Ужгороде был, не видел, Николаев был, не видел. Только в Киеве и то можно увидеть раз там, в месяц. Мгм. И то не всегда. Большое преувеличение. М. Но, в принципе, россиянам очень нравится эта новость. Очень. Знаете, я россиянка, но я, знаете, как я отношусь к этому только лишь как, так скажем, потребитель информации. Вот все, что я услышала в рулетке, то вам сейчас и передаю. Вот что мне, ваши сограждане рассказали, то я вам и транслирую. По большому счету, я не нахожусь на территории вашей страны, я не нахожусь вот в этом вот, информационном поле, в котором находитесь вы, и я нахожусь в другом. Поэтому, ну, вот вы говорите, что, вам они не встречаются. Что ж, я только рада за вас. Вот еще один дополнительный поток информации правдивой. Что я, Какой? в принципе, пытаюсь, то, что не так много, как это передают в пабликах различных российских и так далее. А вы знаете, сколько передают в это в пабликах российских? Откуда такая информация? Вы участвуете в Ну, этих пабликах? ну, я же подписан, смотрю там какой-нибудь Подписаны. Шепот Фронт, Шепот, не столько подписан, сколько смотрю, там Шепот Фронта какой-нибудь, канал Пети Первого, там еще различные, Мгм. понимаете? Ну, знаете как, это же всего лишь паблики, как вам сказать, Вот именно, что это паблики, а они формируют мнение общественное, вот, в основном россиян, там, что вот но, посмотрите. видимо, и ваши А тоже. вживую-то оно не так. Но слушайте, порадуйтесь. Порадуйтесь, что у вас, все замечательно, что смотрите, не так все ужасно, как вы Нет, рассказывали. не все замечательное. Я просто вот, против утрирования вот этого, Ну, излишества. подождите, я не утрирую. Вы сами говорите, что, утрируют как раз паблики, российские, а вы говорите, совершенно такую Ну, вы прозрачную, ну, я говорю прозрачно, информацию. но вы перед тем, как озвучить эту проблему, вы прям ее так: "Вот, работа ТЦК- это прям вторая Ну проблема после бомбежек". Ну, для меня бы это была вторая. Я была бы несчастлива даже один раз в месяц, как вы говорите, увидеть, работу, вот таких вот умельцев. Она, в Естественно, это принципе, она, не всегда знаете, приятно. она, в принципе, сама по себе нарушает, все возможные, так скажем, правила и устои цивилизованного общества и какого-либо правового А, общества. как Ну, так можно и говорить про, не знаю, нарушения полицейскими, задержание полицейскими там людей. О нет! То же самое можно говорить. Нет, 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 здесь я Ну, с вами не почему же? согласна. Ну, потому что, полицейские, у полицейских есть, какая-то своя акция. Они, будем так говорить, в каком-то смысле ну, так, я не знаю, как это сказать, там, аккредитованы государством на, какие-то либо, действия. У них есть, определенные там должностные инструкции, есть там, какие-то уставы и так далее. Плюс, их работа входит, ну, как это сказать, в правовые документы самого государства, в том числе и, наверно, какие-то конституционные нормы, их, поддерживают, скажем так. А вот, Путаетесь. Ну, ТЦК- это же не частная какая-то компания, это не ООО. Это ж а всё равно что тоже такое часть хорошо, тогда это скажите часть мне. государственного аппарата. Тогда скажите мне, пожалуйста, что такое ТЦК? И, ну, вот вы говорите, если вы считаете, что они, действуют в равной степени, как и ваша полиция, да? Вы это Ну, а хотите мне сказать? я отличия в них не вижу. Тем более они вместе ходят.
Ну, ТЦК ходит с полицией, если вы не в курсе. Э, да, я видела, в общем-то, Ну, в так и тех же самых. к чему ваш довод там в оправдании полиции? Что-то вообще не понимаю. Это вы Ну, сказали, как-то что это точно так же, как полиция. Ну, знаете, как-то, ну, а вы а, начали как-то обелять это мне или мне показалось? обелять что? Ну, работа полицейских — это там какие-то конституционные нормы, ограничения, инструкции. То есть, а у ВТЦК этого нет, по вашему мнению. Ну, как-то Ну, хорошо, запутались. Ну ладно, не расскажите мне обессудь. тогда, что есть у ТЦК. Это не частная корпорация, это тоже часть государственного аппарата, и есть определенное регулирование, их наказывают, конечно, не знаю, сколько часто это происходит, и в штыки тоже им устраивают определенные за превышение полномочий. И суды есть определенные, и штрафы есть определенные. Скажите, И пожалуйста, если... Да-да-да. почему вы сейчас сказали о том, что их наказывают, о том, что есть штрафы? Значит, видимо, превышение полномочий столь часто встречается, что у вас именно на памяти именно это всплыло. Ну, конечно, потому что есть целые эти Вот об этом я и говорю. информационные новости, да, даже у нашего уполномоченного по правам человека это на этом акцентирует внимание. А вот об этом я и говорю. Есть, ну есть, оно есть и нормальное, приличное. Понимаете, я как раз вам и говорила о том, что если это уже не единичный случай, а если вы говорите, что уже есть и штрафы, и наказания, и так далее, это называется система. Да это ко всем относится, понимаете? Слушайте, И, так и, можно, вра- и в- и врачи могут нарываться на штрафы, если у них будет служебная, как это по-русски сказать, недбалость, неуклюжесть или как там сказать правильно. И оплошность. полицейские, ну, оплошность, да, и полицейские. Есть вообще ответственность, если любой сотрудник там нарушает правопорядок. Но вы сейчас немножко утрируете. Здесь, Нет, я говорю по знаете, факту, как оно здесь, есть. здесь превышение явных полномочий. Ну, я говорю откровенно, что есть, которые нарушают, а есть те, которые спокойно. А я не Показываешь говорю, им конечно. документ, Послушайте, показываешь им везде документ, есть человеческий фактор. д ну, понятное дело. Поэтому смотря на кого попадешь. И это вообще зависит от любой ситуации, в любой сфере. Зависит от того, какой человек будет, какой работник будет. А я вам и говорю, что везде существует человеческий Ну, фактор. Да. ну вот, значит, человеческий фактор, вот и все. Поэтому я и говорю, что, знаете, Но вы-то хотите вам не раздуть. кажется, не-не-не, вам не кажется, что это, не, я ничего не раздуваю, заметьте, я просто следую логике ваших слов. И если вы говорите, что все-таки у вас это достаточно часто встречается, что это уже становится системой, это уже как бы не очень хорошая система, и так скажем, в свете того, что происходит в вашей стране сейчас, ну, весьма опасная система. Хорошо, вы это критикуете. Ваше предложение, что можно изменить в этом? Интересный Ам, вопрос. знаете, я не тот человек, который может давать советы. Скорее, Ой, да, ну, скорее. начинается. Ну, просто мнение ваше, ну, вот, беспристрастная оценка, не беспристрастная оценка, беспристрастное мнение. Не надо там, я там не уполномочен, компетенц, просто вот человеческий взгляд. Ох, Озадачил? все полностью переделывать. Ну, это образно. С самого верха переделать. Все. Ну, это мое предложение. Если вы правильно Переделать. меня понимаете, о чем я. Переделать все, прям как говорите про какой-то конструктор. Все переделать. Нет, это не Или конструктор. это или это намек на выборы? В том числе. В том числе. В том числе выборы. Мгм. Понимаете, там мало одного человека поменять. Ну, вы в курсе вообще, какие партии у нас во власти, какие коалиции? Вот чтобы вот понять, что не особо-то есть, такие сейчас различия.
в партийных направлениях. Ну, поэтому вот вы говорите, Из-за что войны, из-за войны в основном. знаете как, до этого у вас были, разные варианты, но как раз потом все это очень быстро, ну, скажем так, закрылось. Ну, гайки закрутились из-за войны. Как бы то ни было, они закрутились. И вы говорите, что вот что сделать? Я вам и сказала: менять. Понимаете, нету безвыходных положений. И можно поменять все, кроме смерти. Ну, тут даже, кстати, можно и, если опытные, хорошие врачи, удачный случай, то и вернуть к жизни. Но это уже так. Нет, ну слушайте, я имею в виду уже, когда смерть констатирована, Ну, вряд понятно, ли можно. когда уже с Если концами. да, 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 знаете, поэтому и говорят, что поправимо все, кроме смерти. Ну, это все равно такое простое решение. Вот поменяйте власть, все, Вы заживете. поймите, пожалуйста, вы поймите, пожалуйста, Да. менять нужно, если вы хотите менять, менять нужно начинать изнутри. Я очень часто здесь слышу фразу, что вот если Россия остановится, вот если Россия выведет как бы свои войска, вот если Россия еще что-то сделает. Понимаете, нельзя уповать на кого-то, на действия чьи-то. Я вообще, в принципе, говорю, безотносительно конкретной вот этой вот ситуации, но когда ты хочешь что-то изменить, менять надо используя свои ресурсы в первую очередь. То есть менять. Только не говорите фразу "начните с себя". Вот, ужасная фраза. А что вам в этой фразе не нравится, скажите, пожалуйста? Я ее не называла, но что вам в этой фразе не нравится? Ну вот представляю ситуацию. Вот чиновник ворует, коррупционер. К нему приходят с претензией: "Ну зачем ты, подлец, это делаешь?" А он такой: "Начните с себя". И все. Вы Иногда сейчас, вы иногда сейчас иногда немножко. нужно принуждение. Иногда нужно принуждение. Да, но принуждение нужно внутри своего государства изначально. Понимаете, Но чтобы. я это имел в виду. Вот, значит, мы с вами говорим об одном и том же. Я это имел в виду. Но опять-таки вопрос выборов. Это народное изъявление. Какие люди будут голосовать? У нас люди сейчас на стрессе. Отношение к России, ну, сами понимаете, у большинства какое. Поэтому А при люди-то чем все здесь. равно Подождите. люди-то все равно, вот вы говорите, поменять все. Люди-то все равно изберут тех, кто не лоялен к России. А при чем Потому что здесь. люди живут в этих условиях. Подождите, Да. смотрите, лояльность или нелояльность к кому бы то ни было — это один вопрос. Ну, я Вы же мягко се сказал. вы же Я сейчас просто хотите подождите, вы какую задачу хотите выполнить? Остановить военные действия? Ну так и решайте ее. Причем здесь лояльность к России? Ее вы будете решать, когда военные действия остановятся. Это разные задачи. ну, вы же понимаете повесточку нашу. Эм, Это освобождение территорий. Она не секретная, они толдычат еще с 2014 года. это И третья у Зеленского, задача. и у Эт Зеленского Владимира даже в политической программе именно это написано. Не про "договорюсь с чертом", как очень многие приписывают там в интервью, а именно освобождение территорий и никакой сдачи. Я вот один из немногих, который реально прочитал его программу в этом пункте. Хорошо, но понимаете как, это ли для вас первоначальная задача? Для всех индивидуально. Понимаете, вот когда будет единое понимание и единая цель, к которой будет идти, ну, в данном случае ваша страна, тогда она до чего-то дойдет. Если вашей целью будет остановить, военные действия, значит, у всех будет такая цель. А поверьте мне, я даже в той же рулетке встречала людей, которые очень агрессивно настроены и которые, понимаете, они хоть и говорят, своей риторики, употребляя, "мы хотим, чтобы это все закончилось", но поверьте мне,
внутри них происходит такая война внутри, и тем, что наполнен человек, это он и будет транслировать, это он и будет делать. И поэтому, понимаете, будет происходить подмена понятий. А когда происходит подмена понятий, к нужной цели человек не придет. И тем более целое государство. Вы имеете в виду противоречие внутри или что? Понимаете, потому что нету единой конкретной цели. Нету. Все выполняют разные цели. Кто-то думает о том, чтобы перестали летать ракеты, кто-то думает о возврате территорий, кто-то думает о зарабатывании денег, кто-то думает о том, чтобы удержать власть, кто-то хочет еще чего-то. Понимаете, вот когда будет единая, нормальная, сформулированная цель, к которой надо будет идти, вот тогда дойти возможно. Тогда Ну, как будет раз. понятен, знаете, как говорится, начинается Мгм. все с формулировки задачи, потом строится план, потом и он осуществляется, и потом четвертая стадия – это получение результата. Все Я очень довольно услышал. просто. Я услышал. Ну, как раз таки вот это единство, как не грустно бы это бы звучало, я начал его ощущать с 22 года. То, что до 22 года, то есть вообще так в разброс все было. Окей, тогда, понимаете, если ваше единство в том, чтобы продолжать войну и Защититься, кого-то защититься. Вот оно единство. И как у нас по телевизору часто говорят: "Подолати ворога". что сделать? Подолати ворога. А, Да. Ну, это по телевизору. мгм. А в единстве защита себя, близких. Вот это. Значит, выполняйте и эту цель, идите к этой цели. Ну, Просто как видите, идут. И я даже не знаю, что произошло бы, если бы люди, из ЗСУ не стояли там, где сейчас стоят. Может, и прошли бы еще глубже. Не знаю, я там не был пока что. Думаю, судьба приведет. А может, и здесь, погибну, не знаю. я вам этого не желаю. Ни первого, ни второго. Это я вам говорю от всей души. И аналогично я желаю россиянам сюда тоже не идти. Вот кто мне попадается, кто там: "Эх, сейчас выпью рюмочку, пойду". Я говорю: "Сиди дома с семьей, там, куда ты? Сходи". Вот в России столько местностей, такая география большая. Боже мой, э, озера, моря. С семьей Россия время действительно проведите. очень большая страна. В России действительно очень много прекрасных, красивых мест, интересных. Вот, я и россиянам говорю: оставайтесь там, отдыхайте, в Сибирь съездите, там, в Архангельск съездите, в Петербург. А вы были в Петербурге? Нет, А почему советуете туда съездить? ну, известный город. А То есть, только лишь из-за да, этого? эм, ну, "Белые ночи". Ну, Ну, понимаете, вот белые ночи можно и в Мурманске встретить. смотрите, культурная столица, этот бренд, он известен даже здесь, про Петербург. Поэтому я это и сказал. Вот вы знаете, я много раз была в Петербурге, и я вам действительно этого советую. Когда-нибудь, вы еще довольно молодой человек, как я вижу, когда-нибудь обязательно посетите Питер. Если получится во время белых ночей, но это не принципиально. Это такая, знаете, такая себе романтика. Меня она, например, даже не цепляет. Я имею в виду про белые ночи. А вот погулять по старому Питеру, посетить достопримечательности не только в самом внутри Питера, но и за, как говорится, за городом, их много. Ам, Это того стоит. Понимаете, Питер – это музей под открытым небом. Вы получите массу
впечатлений приятных. Вот, Да я вам верю, я верю, я не сомневаюсь, что много интересных мест в России. Вот усадьба Астафьева я тоже хотел побывать, но это возле Москвы, но тем не менее. Ну, в чем суть? Я жалею, что до 2014 года не побывал. А если бы это я сейчас оказался бы, то меня бы очень много отвлекало. Там различные зетки, плакаты, военная тематика. Понимаю, что тесно связано с Украиной. Это вообще, это я не знаю, что должно произойти с Россией, чтобы я туда приехал, в Петербург тоже, и ощущал вот такую обстановку, которая меня вообще никак бы там не задевала и не раздражала. обратите внимание, вы опять говорите, что должно произойти с Россией, чтобы вы туда приехали. Я не имел в виду там развал, я имел в виду какой-то, не знаю, другой формат, что ли. Неважно, что вы имели в виду, я просто говорю о том, что вы опять уповаете на кого-то другого, кроме себя. Проще всего, если вы понимаете, что ситуацию вы изменить не можете, а вы вряд ли ее можете изменить, то тогда измените отношение к этой ситуации. Ну, это еще не доказано, Не доказано что. что ситуацию никак не изменить. А я вам говорю, в Пон- принципе, если вы понимаете, что А как ситуацию... понять? А как понять, что ситуацию не изменить? Вот вы говорили, вот если человек умер, то, ну, дословно пересказываю, то уже ничего не исправить. Эту ситуацию Кто в этой, изменить точно нельзя. кто в этой ситуации умер из нас, вот из Из кого? государств? Да при чем здесь Ну вот я не это-то? знаю, какую аналогию еще привести. Нет, здесь немножко не то. Ну что вы имеете в виду? Я говорю, понимаете, у вас есть, смотрите, я вам объясню. У Да. вас есть определенный спектр ресурсов, да, возможностей, сил и так далее, которые вы можете применить для того, чтобы повлиять на ситуацию, с которой вы сталкиваетесь, неважно, какая она. И если вы понимаете, что, сталкиваясь с этой ситуацией, вы можете поменять эту ситуацию, имея вот этот вот багаж, который я вам обозначила, то тогда измените. Но если вы понимаете, что это не в ваших силах, но ситуация все равно перед вами, как бы стоит перед вами, перед вашим лицом, и вы вынуждены будете через это как-то проходить, тогда мой единственный вам совет – изменить отношение к этой ситуации. Иначе она Ну сломает вас. это было бы в случае проигрыша тотального Украины. Ох, Вот если уже опять тотальный вы проигрыш, об этом. тогда все, действительно изменяется позиция и отношения. Вы все-таки очень хотите воевать. Очень жаль. Вообще не хочу. И так хочу, чтобы все вернулись с фронта, не представляете. Я очень Очень. надеюсь, что таких, как вы, желающих завершить эти военные действия, будет как можно больше на Украине и как можно больше в тех кругах, которые могут что-то изменить в этой ситуации. Я очень желаю, чтобы в вашей стране воцарился, наконец, мир долгожданный. Не только с точки зрения, что вот на небе перестанут летать какие-то там железяки, но и в душах других людей, вообще вот людей, которые там живут. Потому что я честно вам скажу, срез рулетки не самая, знаете, как сказать, репрезентативная выборка, но все-таки она тоже о чем-то говорит. Здесь очень много людей с ненавистью. Ну, это понятно. Ненависть будет сеять только ненависть. Ну, это понятно, могу ненависть и тех, и других понять. Как ни странно, даже ненависть россиян могу понять. Так я хочу поделиться своей болью. То есть боль-то какая? У меня очень много знакомых здесь. Вот вы говорите, мир, чтобы был. Очень много знакомых здесь в Киеве, которые с Крыма вынуждены были уехать, с Луганской области, Донецкой области. Домой хотят, попасть не могут. Что с этими людьми быть? Они противники того, что там происходило. То есть они на митинги выходили определенные в Крыму. То есть вот тоже интересный момент. Референдумы, там все законно, спокойно. А если все было спокойно, так эти люди бы не выходили. То есть было бы как, не знаю, Судан, Южный Судан. Все, референдум, разошлись, разбежались, никаких претензий. А так этого же не произошло.
Все равно какие-то претензии, возмущения и так далее. Что с этими людьми делать, которые здесь, ну не только в Киеве, вот, которые уехали, хотят вернуться? А что вы хотите с Как ними сделать? быть? Ну, что вы хотите, что вы предлагаете с ними сделать? Ну, если они выбрали Ну, уехать, в ну, Киев, если они выбрали уехать в Киев, не понимаете, остаться у себя на родине, что вы предлагаете с ними сделать? лишиться своего дома — это большая трагедия, Знаете, очень, это немножко, очень не большая. совсем корректно. Они выбрали лишиться своего дома, они сами покинули его. Их же никто не выгонял, не так ли? Ну, касаемо некоторых из них были даже преследования определенные. Но это те люди, которые изначально были против всех этих референдумов, всей той власти и так далее. И вот что с ними делать? Хотят домой, Ну, я их понимаю. вы знаете, Я тоже мне хотел бы, кажется, чтобы они вернулись. вам они мешают? Они, безусловно, не мешают. Но вот это их боль, ну, мне хотелось, чтобы ее не было, чтобы они А, вернулись к себе домой. я вас понимаю, но мне кажется, что Очень это много, очень много просто их. очень много. И это те люди, и это те люди, которые вот действительно сделали такой резкий поворот судьбы, вот в никуда практически уйти оттуда. Но это их Это очень выбор, тяжело. Это это такой их выход подождите, это их из зоны выбор. комфорта. Подождите, это их выбор. Это даже не столько выбор, а вопрос безопасности. Я бы сказал, бы жизни и Послушайте, вы смерти. знаете, я не знаю про Луганск и Донецк, я там не была, но я была в Крыму. Там довольно безопасно было, и и до 22-го, и после 22-го. Ну, как, скажем так, я, по крайней мере, там была, как видите. В каком году? Ну, я же вам сказала, и до 22-го, и после 22-го. Ну, я понимаю, имею в виду до 22 года. В каком году до 22 года? Вот я так вот В уточню. 20-м точно была. Ну тогда уже более-менее все устаканилось. Я имею в виду 14 год, вот 15-й, когда вот эти политзаключенные, Нет, в задержания, там, 14-15 пропажи. я там не была. Конечно, не буду врать. Ну Нет, меня тогда, тогда ну там не было. тогда, ну тогда, я же говорю, это Нет, ну я же вам говорю, что совсем сейчас, другой разговор. вы поймите, люди там живут сейчас и жили до этого. И, собственно говоря, я же общалась там тоже с людьми. Ну, жили, живут, я Ну, вот понимаю. видите, вы поймите, А это есть кто выбор, это вынужден был выбор. уехать. Ну, а что значит вынужден? Вот Ну, что значит вынужденные. вынужден? Прессинг, преследования различные, отказ от паспорта и так далее, принятие паспорта другого государства. Ну, вопрос крымских татар, он поднимался очень часто. Я видела там Ц- крымских татар, и все у них там нормально. И некоторые из них вот очень далеко в тюрьмах российских. В тюрьмах российских. Это у вас информация откуда? Даже на Камчатку. А это, как он называется? Крымская солидарность. Сайт есть такой. Ага. Так, и Не что там? слыхали? Нет, не слыхала. Ну, расскажите. А там вот про крымских политзаключенных вот рассказывают. Ну, расскажите. Я же ничего Так не что, знаю. людей задержали, людей осудили, За увезли. что? За что? За то, что они не приняли власть российскую. А что это Но значит? понятно, Что это значит в сухом остатке? По какой-то что это статье же значит. их должны были осудить? В какой статье? Статьи были в основном там эти ФСБшные различные. Там по типу, якобы вероятной диверсии и так далее. Но в основном, если с этими людьми Подождите, у них брать интервью, если эти люди совершили какой-то противозаконный акт, то их, понятное дело, что их, ну, знаете, как поверьте, говорится, заключили под стражу и отправили в тюрьму.
Потому что это нарушает безопасность других людей. Ну, есть, Здесь я с вами не есть, согласна. есть версия, понятное дело, тех правоохранительных органов российских, а есть то, что они непосредственно говорят, и это переплетается вот с тем, с украинской позицией. И Украина за Знаете, них впрягается, ну конечно. понятно, я понимаю. Вы знаете, Мгм. любой осужденный и взятый под стражу человек, который проходит через суд, он обязательно говорит, что он не виноват. Даже если он 10 убил, он будет все равно говорить: "Я не виноват". Так что, знаете, слово против слова — это, м, Но есть вот эти тонкости касаемо политзаключенных, где уже другое государство, понимаете, а, заступается за своих граждан, которых другое государство укра осудило и арестовало. Подождите, а какое государство заступается за каких граждан? Поясните, Ну, пожалуйста. Украина за политзаключенных, крымских татар, ну и не только, которые были задержаны в Крыму. А вы знаете, когда вы говорите за крымских татар, вы, знаете, немножко манипулируете понятиями. Скорее всего, там одно, два, три, пусть 10 имен, это самое. Но это конкретные люди. А когда вы говорите «заступается за крымских татар», то такое ощущение, что Не всех, не весь народ всех. был Не, ущемлен, но не, это не так. нет, нет, ни в коем случае. Я не говорю, что прям в каждый крымский татарин. Есть те, которые спокойно власть приняли и живут себе. Просто это большинство вот этих политзаключенных, это процентов, наверное, 80. Это крымские татары. Я не говорю, что все, каждый крымский татарин, он прям жертва режима. Нет, абсолютно нет. Есть Я те, которые живут и поддерживают, и СВО поддерживают. Поэтому вот. Поэтому, знаете, как, на мой взгляд, мы опять пришли к одному и тому же выводу, это выбор самого человека. Ну, Пусть в это принципе, будет, выбор есть везде. пусть это И, будет выбор этого человека. и, Понимаете? для кого-то это может быть пробуждение совести в этом человеке, а для кого-то это что ж ты повел себя как сволочь. Но для человека это будет выбор, и он будет сам себя оправдывать. Это Ну, тоже, понимаете как, это тоже, эту оценку кто делает? Сам человек, который делает этот выбор, или кто-то сторонний? Так это, понимаете как, и сам, и сторонние. это весьма субъективно. Это весьма субъективно. Потому что, знаете, так или иначе, как говорится, сторонний человек тоже имеет свои пристрастия, свои интересы и свои желания. И, Ну, конечно же, может. он не отступится от своих приоритетов. И ему, конечно, захочется, чтобы другие люди, ну, так скажем, поддержали его, присоединились к нему. Естественно, могут найтись те фанаты, которым такое поведение может нравиться. Я вообще к чему? Оправдать, в принципе, можно все. То есть предательство Так можно... же, как и осудить, при- знаете, как говорится, наговорить на человека можно все что угодно. Предательство можно тоже оправдать тем, что человек просто стал отступником и так далее. А что для вас предательство? А, Вот человек, если давал присягу какому-то государству, то, пожалуйста, исполняй. Но это если простым языком. Вот я именно беру такой пример, вот, чтобы тяжело было вот как-то увильнуть. А вы знаете, что присяга дается не государству, а народу? Вы можете текст какой-то присяги прочитать сейчас, чтобы я в этом убедился. Ну, вы знаете как, например, присяга, вот, насколько я знаю, а, у вас в стране, она дается народу, не государству. Вы можете сами открыть, посмотреть. Ой, так хочется проверить, так хочется проверить. Ну, Я проверьте. очень быстро. Я очень быстро. У меня, правда, не очень Я, много ду- уже я, времени.
А что уже Мы комендантский с час? У вами, вас мы с такого вами нет. уже так долго разговариваем. 45 минут это много? Вы что? Конечно, это очень много. Я Тю. свои разговоры обычно веду гораздо меньше. То есть у вас, не знаю, 3 минуты или 5 это прям Нет, хватает? Как же вы нет. высидели 47 минут? Или вас А, сразу посылают в течение 3 минут? Я не понимаю, как это вот? Ну, у меня часто длительные разговоры, то есть нет, я имею в виду, что достаточно редко бывают очень длинные разговоры у меня, да, вот. Я стараюсь как-то, ну, меньше. Но все-таки они бывают. Так вы проверили? я хотел проверить, но вы мне сказали, что вы там уже спешите и так далее. Ну, сейчас проверю. Как вас Даже легко, интересно. оказывается, сбить с намеченной цели? Не отступайте от своих целей. Ну, Даже... это просто я такой собеседник, который иногда может прислушаться там. А вы, оказывается, ведомый. Так, сейчас. Так. Ну, смотрите, вот я сейчас нашел. Там, в принципе, то, как я и говорил. И народ, и народ, ну, давайте на русском. Я вступаю на военную службу и торжественно клянусь народу Украины всегда быть верным и преданным ему, добросовестно и честно выполнять воинский долг, приказы командиров, неуклонно соблюдать Конституцию, законы Украины, сохранять государство, государственную военную тайну. Я клянусь защищать украинское государство, вот, непоколебимо стоять на страже его Но свободы и независимости. Я присягаю никогда не предать народу Украины. Ну, я же говорю, и то, и народ украинский, нет. и Они украинское. дают присягу народу Украины. Они дают присягу именно народу, и Ну, вы там слышали, что я прочел? да-да-да, и там перечисляется, что они должны делать при этом. Защищать украинское государство, Да, но непоколебимо стоять на это страже их, его свободы. я понимаю, но они дают присягу не государству, услышьте меня, они дают присягу народу Украины. А текст какой В этой тексте, присяги? в тексте перечисляется, что они должны делать при этом. Ну, они и Но делают. Ну, понимаете, они не государству дают присягу, они присягают народу Украины. Послушайте меня. Ну, государство- это вообще абстрактное понятие. И понятное дело, что государство Государство состоит это из вообще, людей. это не, понимаете, государство это не абстрактное понятие. Это Абстрактное. вполне себе определенное понятие. Ну, понимаете, под словом государство можно воспринять, не знаю, там 200 человек, 1000 человек. Там не только люди Они это что, могут перестают быть. быть гражданами Украины? Они перестают быть Это народом не Украины? И потом это государство это аппарат. народ, ну, народ это не только граждане. Ох, а кто? Ну, кто? И те же люди, которые живут здесь и которые не имеют гражданства, тоже часть народа, в принципе. На постоянке имею в виду. Вот такие есть. Ну, короче, вывод. Присяга. И народ Украины, и украинское государство. Я Поэтому не вот. буду вас разубеждать, но на досуге еще раз полюбопытствуйте, прочитайте. Может быть, вам кажется, что русский, так скажем, может быть, он не ваш родной язык. Я не Он мой знаю. родной язык. Он как раз таки мой родной язык. И я вот специально для вас на русском почитал. Потому что на Вот, украинском был бы так, барьер. так вот, и я это услышала, и еще раз вам говорю, там как раз написано, что я торжественно клянусь народу Украины, не государству. А там просто потом дальше перечисляется, что он торжественно клянется делать, что он торжественно клянется делать. Но саму присягу он дает исключительно народу Украины. А вас же Артем зовут? Да. Артем, мне было приятно с вами поговорить. Мы с вами действительно очень интересные моменты и темы затронули. Ну, Я вам, жизненное. да, я вам желаю хорошего вечера. Я вам желаю, наконец-то, чтобы поскорее пришел мир в ваше государство и в вашу страну. Вот. И постарайтесь не заразиться ненавистью. Пока она в вас
Э, если, может быть, и есть, то на такой минималке, и что она почти не как бы, ну, по крайней мере, я ее не особо на себе почувствовала. Э, Постарайтесь себя от этого уберечь. Это самое важное, особенно в такой ситуации, как у вас. Вот рецепт простой: не угрожайте, не стреляйте, и Опять. сохранюсь еще лучше. Артём, ваша задача, как любого, человека в любой ситуации, в первую очередь думать о себе. А вы опять, берёте, знаете, как внешние обстоятельства. Вот если эти обстоятельства будут, то я стану такой, а если эти обстоятельства будут другими, то я стану другой. Вы понимаете, вы расписываетесь сейчас в том, что вы готовы быть управляемым. Но Э вы же не знаете, каково это. владейте своей жизнью вы, а не подставляйте ее под случаи, которые, будут встречаться в вашей жизни. Но вы же Всего не в знаете, каково это. Ну, вы не знаете, каково это. Послушайте, Когда ты хочешь спать, а понимаешь, что не будешь ты спать, потому что надо выходить и идти километр к укрытию. вы сейчас хотите мне пожаловаться? Давайте. Я Я го хочу я объяснить. готова сейчас одеть жилетку, и вы поплачетесь мне в плечо. Я просто хочу объяснить. Вот лучший психолог — это тот, который пережил то, что пережил его клиент. Это мое убеждение глубокое. Ам, не желайте так всем психологам. Ну, Мне этого поймет для этого человек. не обязательно для этого не обязательно все переживать в этой жизни, чтобы понимать, как это сказать, чувства человека, которые могут быть. Поверьте, чувства весьма ограничены, их природа тоже уже достаточно сильно и глубоко изучена. Поверьте, этот совет, ну, он допустим, но не обязателен. Нет, так это вопрос компетенции. Это вопрос эффективности. Вы так Человека считаете? поймет хорошо, если он пережил то же самое. Вы так считаете? А Потому вы что глубину не прочувствуешь. нет, нет, нет. Вы понимаете, что может произойти другая ситуация, что может произойти перенос так Какая? называемый. И человек, который пережил то же самое, включится в розетку. Это такое есть выражение, включиться в розетку. И тогда, если даже он психолог, и эта ситуация у него не проработана, то тогда он вряд ли сможет помочь какому-либо клиенту. Так что же это за психолог, если он не проработал свои проблемы? Это же ни о чем. Ну, Я вам как-то так. говорю о том, что ситуации бывают разные, а вы сейчас, понимаете, вы даете какой-то рецепт, но при этом не даете условий этого рецепта. Понимаете? Потом у вас начинают возникать какие-то новые вводные данные. Не, я буду рад, если не будет войны, будет мир. Но от вас совет, мне кажется, больше нам надо совет вам давать. Что вы Вот говорите? реально. Ну, вот серьезно. Ну Вот что я ж, реально, я что ж, противник войны, но я могу вам практически давать советы. какие советы вы хотите дать лично мне? В какое укрытие идти, когда лучше ложиться спать, какими продуктами лучше запастись, какие купить эти аккумуляторы, когда свет не выключают. Вот тут я могу быть больше советчиком. Поэтому Я нисколько не сомневаюсь, что в этой области вы, гораздо более опытный, чем, например, я. Но, а в чем-то вы можете просветить. Вот в вопросах культуры, я думаю, можете. Потому что вы все равно человек сферы культуры. Как бы вы там ни прикидывались. Ну, не наденет просто человек, не связанный с культурой, маску и камин сзади. Это видно, что человек связанный с культурой. В хорошем смысле, не в плохом. Хорошо. Ладненько. Артём, приятного вам вечера, хорошего настроения и хороших собеседников. Всего доброго, мира Да, до вам! свидания.